Привет! Меня зовут Сергей и добро пожаловать назад на мой канал по-русски издалека. Сегодня мы продолжаем смотреть историю крокодила Васи в России. Его подруга, девушка, Зайка, она заболела. Да, и Вася пришел к ней в гости, чтобы смотреть, что случилось. Вы готовы смотреть? Поехали! Привет, Зайка! Привет, Вася! Че? Ой, что случилось? Вася, не подходи ко мне. Почему? Я заболела. О нет, ты заболела. Ой-ой-ой, это так плохо. Ты знаешь, я тоже болел 2 недели назад. О, а сейчас ты болеешь? Нет, я уже выздоровел. Да, я чувствую себя хорошо. Ох, везет тебе, а я вот все еще болею. Ого, так. Так, а чем ты болеешь? Я не знаю. Так, хорошо. Ну, что у тебя болит? У меня все болит. О, все болит. Так. Ну, надо идти к доктору. Нет, я не хочу идти к доктору. Пожалуйста, не отводите меня к доктору. Так, почему ты не хочешь идти к доктору? Я боюсь докторов. Ну, Зайка, ты уже взрослая зайчиха. Ты уже взрослая Зайка, да? Ты можешь идти к доктору, это не проблема. Да, но я не хочу. Так, ладно. Ну что ж, что у тебя болит? Все у меня болит. Так, все болит. Ну, давай посмотрим. У тебя болит голова? Да, у меня очень сильно болит голова, как будто бы большая обезьяна бьет по ней, так тыш. О, так, головная боль. Так, а у тебя есть температура? Температура? Я не знаю. Так, надо проверить. Сейчас я принесу градусник. Так, та-та-та-та-та. Вот, это градусник. Положи его под руку. Хорошо. Так, окей. Вот. Будем смотреть, какая у тебя температура. Ну, дай потрогаю твою голову. Ой, ты такая горячая. Я знаю, Вася. Ну, я имею в виду, что у тебя температура может быть. Да, я это имела в виду. Так, значит, у тебя болит голова, у тебя температура. Мы не знаем, какая, но сейчас померим градусником. Да. Так, у тебя болит живот? Да, у меня болит живот. О, болит живот. Так, а в туалет ты хочешь ходить? Да, я очень часто хожу в туалет. Все хорошо. Здесь не надо ничего стесняться. Это абсолютно нормально. Вот, да, значит, болит живот, ходишь в туалет, болит голова. Так, и у тебя насморк? Да, ты видишь мой нос, он весь, у меня сопли текут, весь грязный нос. Да, я вижу, грязный нос, текут сопли. Так, а кашель есть? Ага, кашель тоже есть. Так, ну, знаете, я не доктор, но я думаю... Еще один вопрос. Да, какой? У тебя болят мышцы? Да, ты знаешь, у меня болят мышцы во всем теле. Мышцы в руках, мышцы в ногах. Везде болят мышцы. Я думаю, у тебя коронавирус, Зайка. Коронавирус? Да, ковид. Не может быть. Я ведь
сделала 2 прививки. Ну, это нормально. Люди часто делают прививки, а потом у них ковид. Вот так. У Сереги тоже был. Да, у меня тоже был. Вот, так что давай, я схожу сейчас в аптеку и куплю тест. Ой, я слышала, это больно. Нет, это не больно. Но это чуть-чуть неприятно. Ой, неприятно, не хочу. Так, все хорошо, не переживай. Сейчас я схожу в аптеку, ты пока лежи, отдыхай и ничего не делай. Хорошо? Хорошо, но мне надо готовиться к экзамену. У меня завтра экзамен. Зайка, никакой экзамен. Ты болеешь. Тебе нужно отдыхать и спать. Не смотреть телевизор. Ну ладно. Ой. Так, сейчас я скоро вернусь. Так, вот, я принес тест. Он такой большой. Нет, все нормально. Это обычный тест. Но это для человека, а я зайка. Ну, тоже пойдет. Не переживай. Блин, страшно-то как. Да, нормально, это не больно. Так, давай сначала посмотрим твою температуру. Сейчас я положу тест. Так, что тут у нас? Нужно опасно. Это градусник. Так, температура 43 градуса по Цельсиусу. Это такая высокая. Но это не очень высокая. Это чуть-чуть высокая. Потому что я зайка. У нас выше температура, чем у людей. Понятно. Так, ну, в общем, вот, все равно, у тебя есть температура. Понятно. Так, сейчас я положу. Так, ну что, будем делать тест на COVID. Мне страшно, я не хочу делать этот тест. Давай, зайка, я сделаю это очень аккуратно, не переживай. Правда, это не больно? Нет, не больно. Ну ладно, давай. Хорошо. Так. Ой, неприятно. Все нормально. Так, так, все. Сейчас. Я сделал этот тест, и нужно подождать пару минут. Хорошо? Хорошо. Но если это COVID, то что мне делать? Ну, тебе надо будет пить лекарства. Ой, а я не знаю, какие лекарства. Не переживай. Я уже болел ковидом недавно, поэтому я тебе куплю. О, спасибо. Так, ну и также тебе надо будет пить очень много чая. Чай? Какой чай? Например, чай с имбирем, травяной чай. Зеленый чай? Нет. Зеленый чай нельзя, потому что зеленый чай это будет высокая, много кофеина. Вот, нужно травяные чаи пить. Ну ладно, хорошо. Да, и спать нужно много, отдыхать. Спать, отдыхать. И не смотреть Netflix. Ох, ну что мне делать? Это так скучно, сидеть целый день и ничего не делать. Ну, ты можешь слушать аудиокнигу. Это можно? Да. Послушай аудиокнигу. Например, я слушал Гарри Поттера, аудиокнигу, там Стивен Фрай озвучивал. Очень классно. О, ты можешь мне отправить? Да, конечно, я тебе отправлю. О, спасибо, большое спасибо. Ты такой заботливый, Вася. Да ладно, без проблем. Вот. Да, я тебя обниму. Ой, подожди, нельзя. Ну да. Я одна совсем. Все хорошо. Ладно, я тебя обниму быстренько. О, спасибо, Вася. Пожалуйста. Вася, ты знаешь, я долго об этом думала. И, может быть, нам нужно жить вместе. Жить вместе? Ты хочешь, чтобы мы жили вместе?
Ну да. Что ты думаешь по этому поводу? Я думаю, это отличная идея, зайка. Правда? Да, давай. Я как раз нашел работу, и вот у меня есть немного денег, так что мы можем арендовать маленькую квартиру в Москве. Это здорово. Да, я тоже рад. Ну все, не болей, выздоравливай, отдыхай, я пойду куплю тебе лекарства. Ладно, спасибо, Вася. Пожалуйста. Все, давай, до скорого. Пока-пока. Пока-пока. Вот, это все на сегодня. Надеюсь, вам понравилась наша история. И, друзья, не забывайте, если вам хочется видеть больше таких историй и не пропускать их выход, то обязательно подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчики. Тогда каждое новое видео вы увидите 100%. И если вы хотите поддержать меня и тот проект, который я делаю, то вы можете стать моим патроном или купить мне кофе на сайте Ko-fi. Вот. И, конечно, не забывайте, что у нас есть группа в Дискорде, у нас есть сервер в Дискорде. Вот. Там мы обсуждаем разные темы о русском языке, люди друг другу помогают. Так что, да, вот. Желаю вам отличного дня и до скорого, ребята. Пока-пока.